Инфраструктура США атакована, базы под ударом. Удары нанесены, ответ Ирана на переговоры с Трампом. Анонс сюрприза для Белого дома. Американского президента призвали смотреть в небо. Срочный отвод войск на базы, распоряжение покинуть территории, приказ об отступлении. Тысячи военных уходят из зоны конфликта. Почему? Срочные переговоры Трампа и Нетаньяху. Жуткая катастрофа. Самолет сотни военных рухнул сразу после взлета. Власти озвучили потери. Дата окончания войны на Ближнем Востоке озвучена. Конец спецоперации ради награждения Трампа. Резонансное заявление. Взрыв в Европе. ПВО НАТО прорвано. Атака с воздуха. Экстренное совещание военных. Удар по имиджу. Военные силы не заметили прорыва воздушного пространства. Масштабная атака. Заявление Зеленского о российском ударе и визит Лукашенко в резиденцию Трампа. Когда? Об этом не только досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам, как всегда, за поддержку. И я начинаю. ПВО НАТО прорвано. Удар по Европе. Ударный дрон вошел в воздушное пространство Альянса и остался незамеченным. В Литве тревожный инцидент. Беспилотник беспрепятственно пересек границу и взорвался в районе у границы с Белоруссией. Удар пришелся по местному озеру. Ни системы ПВО, ни военные радары, ни пограничные службы его не зафиксировали. Фактически объект пролетел через контролируемое воздушное пространство и остался незамеченным. Об инциденте стало известно только благодаря местным жителям и записям камер наблюдения, зафиксировавшим звук и момент взрыва. На месте обнаружены обломки и двигатель внутреннего сгорания. Продолжается расследование. Власти уже созывают экстренное совещание по национальной безопасности, поскольку главный вопрос остается открытым: как объект смог незаметно пересечь границу. Очевидно, что мы находимся очень близко к границе с Белоруссией. Хотя расследование еще не завершено, наиболее вероятное предположение, что объект прилетел оттуда. Можем подтвердить, что основными радарами армии Литвы, которые контролируют воздушное пространство страны, такая отметка зафиксирована не была. В настоящее время ВВС продолжают проверку данных. Нападение на Венгрию. Будапешт обвинил Киев во вторжении. Речь не идет о нарушении территориальных границ, о границах личных, говорит Виктор Орбан. Причина в сливе данных, из-за которых теперь четких ответов и разъяснений требует Евросоюз. Вопросы будут заданы Сиярто и Орбану, которого поддерживает Трамп. В ЕС не утихает скандал. Еврокомиссия требует от Будапешта объяснений после обвинений в передаче конфиденциальной информации Москве. По данным ряда западных СМИ, глава МИД Венгрии Петер Сиярто делился деталями закрытых переговоров ЕС с российской стороной прямо во время встреч. В Брюсселе называют это серьезной угрозой доверию внутри Союза и ждут официальных разъяснений. Орбан заявил, что украинские спецслужбы прослушивали Сиярто, а его номер получили от венгерского журналиста, тем самым нарушив личные границы главы МИД. Издание «Политика» пишет, что из-за того, что Сиярто мог лично отчитываться на протяжении многих лет Лаврову о внутренних договоренностях в ЕС, теперь представители Венгрии будут не допущены к части важных обсуждений. Подозрения в утечках привели к распространению других форматов переговоров, исключающих Будапешт, рассказали «Политика» 5 европейских чиновников и дипломатов. Это уже давно данность, сказал 6-й чиновник, который, как и остальные, говорил на условиях анонимности из-за деликатности обвинений. Массированный ракетный удар по Украине и призывы не игнорировать воздушную тревогу. С вечера 23 марта украинские мониторинговые каналы начали предупреждать. Зафиксирована активность российской стратегической авиации. После в пабликах начали писать: одна из главных целей – Киев и область, энергетические объекты и даже центральный ЖД-вокзал столицы, а также военные аналитики предупредили: дроны и ракеты, в том числе кинжалы, могут быть направлены и на запад, и центр Украины. Зеленский также вышел с заявлением и призвал не игнорировать сигналы тревоги. Первыми традиционно полетели ударные беспилотники, и уже ближе к полуночи поднялись борты Ту-95МС. Всего 10 ракетоносцев. Взрывы звучали в Харькове, Запорожье, Суммах и других украинских городах. СМИ заявили, что трансграничная линия электропередач, соединяющая энергосистемы Молдовы и Румынии, отключилась в результате ударов и по югу Украины. Это и все детали на момент записи выпуска. Ответ Ирана на заявление Трампа о переговорах ракетный и прицельный. После слов американского президента о 5-дневном прекращении ударов по энергетическим объектам Ирана,
Тегеран ответил несколько раз словами и атаками. В ночь на 24 марта ракеты полетели по базам США, в частности на северо-востоке Сирии и по Израилю. Израиль при этом также нанес удары по Тегерану. Война будет продолжаться. Пора решить конфликт, который длится 47 лет. Такое заявление сделали представители нового аятоллы. Цитирую. «Пока мы не получим полное возмещение всех наших потерь, пока не будут сняты все экономические санкции, пока не будет получена международная юридическая гарантия невмешательства США во внутренние дела Ирана, эта война будет продолжаться». Израиль при этом заявляет, проведены экстренные переговоры с Белым домом. Нетаньяху уверяют, должна быть сделка, для этого есть все предпосылки. Я поговорил с нашим другом, президентом Дональдом Трампом. Президент Трамп считает, что существует возможность использовать значительные достижения Цахала и армии Соединенных Штатов, чтобы реализовать цели войны через соглашение. Соглашение, которое обеспечит защиту наших жизненно важных интересов. В то же время мы продолжаем наносить удары как по Ирану, так и по Ливану. США по-прежнему настаивают, через посредников ведут контакты с Ираном и пытаются организовать переговоры. Возможная встреча может пройти в Исламабаде уже на этой неделе. По данным источников Axios, в ней могут участвовать Стив Уитков, Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Венс. Иранскую сторону, как ожидается, будет представлять спикер парламента Галибаф, один из самых влиятельных политиков Ирана. При этом Тегеран официально отрицает факт переговоров, несмотря на сообщения о продолжающемся посредничестве со стороны Турции, Египта и, главное, Пакистана. Сам Галибаф также отрицал факт каких-либо переговоров и назвал заявление США попыткой манипулировать рынками и выйти из тупика, в котором оказались США и Израиль. Источник сообщил, что Египет, Пакистан и Турция в воскресенье передавали сообщения между США и Ираном и пытались организовать телефонный разговор между Галибафом и командой Трампа в понедельник. Если этот разговор состоится, он может определить, будет ли проведена личная встреча. Трамп накануне сделал целый ряд заявлений. Именно он уверяет, что США и Иран вышли на согласование 15 пунктов возможного соглашения по завершению конфликта. При этом полный список этих пунктов он публично не раскрыл, но подчеркнул, что стороны, по его версии, уже имеют почти все точки согласия. Среди озвученных условий Трамп назвал отказ Ирана от ядерного оружия и обогащение урана, а также открытие Ормузского пролива. Кроме того, войну войной не назвал, заявил, США проводят операцию. Я думаю, есть очень хорошие шансы, что мы придем к сделке, так что мы даем 5 дней, а потом посмотрим, к чему это приведет. И я бы сказал, что по окончании этого периода это может оказаться очень хорошей сделкой для всех, такой же хорошей, как если бы мы пошли до конца и буквально уничтожили все. По оценке The Economist, у Дональда Трампа в войне с Ираном остается лишь 4 неблагоприятных сценария: переговоры, выход из конфликта, продолжение боевых действий или эскалация. Издание отмечает, что ни один из этих вариантов не гарантирует ни окончания войны, ни стабилизации экономики. Продолжение войны чревато затяжным конфликтом и ростом издержек. В итоге, как подчеркивает издание, начав войну, Вашингтон оказался в ситуации, где простого и быстрого выхода фактически нет. Если Трамп не сможет завершить войну соглашением, он может попытаться просто объявить ее завершенной. Некоторые его советники подталкивают президента к тому, чтобы провозгласить победу. Он может заявить без сомнения, с определенным преувеличением, что военные возможности Ирана уничтожены, его флот потоплен, ракетные заводы разрушены. Иран в ответ анонсирует новые сюрпризы в ближайшие дни и обещает серьезные последствия на поле боя. Об этом пишет иранское агентство Тасним. Источник подчеркнул, что после нехватки военных ресурсов Трамп прибег к стрельбе словами, что лишь приносит ему еще большее унижение. Вопреки пустым обещаниям Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые сделают исход войны более очевидным, чем когда-либо. Он также подчеркнул, что Трампу следует на время отвлечься от телефона и социальных сетей, и отныне его внимание должно быть сосредоточено только на небе, фондовом рынке и цене на нефть. Израильское издание Юнет пишет: уже определена дата окончания войны. Осталось всего 3 недели, и все закончится. Внимание, 9 апреля. И этому есть причина. Трамп хочет премию. Цитирую. По словам того же источника, ожидается, что переговоры между Ираном и американцами могут состояться уже на этой неделе в Пакистане. Американцы не информировали Израиль о переговорах с Галибафом. Завершение войны 9 апреля позволит Трампу прибыть в Израиль ко Дню независимости, чтобы получить премию Израиля, заявил источник.
The New York Times при этом пишет, что Трамп через 5 дней может продлить энергетическое перемирие с Ираном или ввести войска. Для него это самый срочный политический и экономический вопрос, к решению которого, как очевидно, администрация не была готова, вступая в эту войну. И если переговоры провалятся, к моменту истечения этого срока в регионе будут находиться около 4500 американских морских пехотинцев. Пока же признаков деэскалации не видно, Израиль заявляет о захвате пленных. Это представители элитного подразделения Хизбаллы. The Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля пишет, что операцию по захвату военных провели на юге Ливана. Задержанных сейчас допрашивает израильская военная разведка. Цахал сообщает, что их допрос показал, оба боевика Радван прибыли на юг Ливана из района долины Бекаа в начале войны с Ираном. Этот случай снова доказывает, что ливанская армия потерпела неудачу и не смогла предотвратить перемещение террористов и оружия к югу от реки Литани, говорится в заявлении военных. Срочный отвод войск на базы, распоряжение покинуть территории, флагман США уходит с линии. Американский авианосец Джеральд Форд, ключевой корабль в операциях против Ирана, фактически выведен из региона и прибыл на базу НАТО на Крите. Все это происходит на фоне заявлений Трампа, однако официальная причина – проблемы после крупного пожара на борту. Это означает временный вывод мощной группировки. Более 5000 военных и свыше 75 боевых самолетов покидают зону конфликта. Официально сообщается о пожаре в прачечной и десятках пострадавших от дыма. Однако на фоне почти годового развертывания вскрылась серия более глубоких проблем. На корабле фиксировались постоянные сбои канализационной системы от очередей в туалеты до затопления жилых помещений, а часть инцидентов, по данным расследований, могла быть связана с действиями самих моряков. Пожар лишь усугубил ситуацию, повреждены сотни спальных мест, экипаж перераспределен, усилились проблемы с условиями проживания. Несмотря на заявление ВМС США о полной боевой готовности, фактически уход корабля в Судабей выглядит как вынужденная пауза в операции, пишут СМИ. Колоссальная потеря, военная катастрофа. На землю рухнул самолет военно-воздушных сил. На борту находилось более 100 военнослужащих. Десятки из них погибли. Авиакатастрофа произошла накануне недалеко от колумбийского аэропорта города Пуэрто-Легасима. Как заявили в Минобороны страны, крушение произошло во время взлета. Борт перевозил военных в рамках ротации. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы. Есть и выжившие, и их также много. Как пишут СМИ, разбившийся самолет – это С-130 «Геркулес», произведенный американской корпорацией Lockheed Martin. Президент Колумбии Густаво Петро назвал катастрофу ужасающей трагедией, которая не должна была произойти. Как отмечает Guardian, в длинном посте, очевидно пытаясь опередить возможную критику, Петро написал, что много лет пытался обновить военный авиапарк, но сталкивался с бюрократическими трудностями. На борту находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа. На данный момент известно, что 48 пострадавших уже спасены. Это предварительная цифра, и все они находятся в медицинских центрах Пуэрто-Легасима. Главный союзник Путина готовится к встрече с Трампом. Президент США может принять Лукашенко в Белом доме или в своей резиденции в Мар-а-Лаго. Об этом сообщает Financial Times. Спецпосланник Трампа по Беларуси Джон Коул подтвердил, встреча обсуждается уже несколько месяцев. По его словам, окончательного решения пока нет, но с большой долей вероятности личные переговоры состоятся. Сам Лукашенко еще на прошлой неделе заявил, что Трамп пригласил его во Флориду для заключения большой сделки. Американцы тем временем выторговывает свободу, уточняет издание. За последние месяцы Лукашенко выпустил из тюрем около 500 политзаключенных. В обмен на это США сняли санкции с белорусского финсектора. Дальнейшее снятие санкций зависит от устойчивого улучшения поведения и обещания Лукашенко немедленно прекратить политические аресты, считают в Белом доме, и об этом пишет издание. Financial Times также уточняет, вряд ли таким образом Соединенные Штаты смогут вывести Беларусь из орбиты России. Отношения Лукашенко и Путина слишком крепкие. Это на 95% гуманитарная инициатива. Я не собираюсь вставлять клин между ним и Путиным. Это 30-летние отношения, сказал Коул, который за последний год несколько раз ездил в Беларусь и встречался с Лукашенко.
Сербия диктует условия россиянам. Хочешь сербский паспорт? Сначала сожги российский. Белград дал зеленый свет на выдачу паспортов россиянам, которые ранее отказались от своего гражданства в рамках процедуры натурализации в Сербии. Снимок документа с положительным ответом, который получила одна из заявительниц, опубликовал телеграм-канал «Волна Сербия». Издание Moscow Times напоминает, ранее несколько десятков человек прошли этап предварительного одобрения на получение сербского паспорта, отказались от российского и предоставили подтверждающие документы в МВД. Однако затем процесс был приостановлен из-за дополнительных проверок. В итоге люди оставались апатридами, лицами без гражданства и документов. И единственным удостоверением у них была карта иностранца, где при этом указывалось российское гражданство. При этом СМИ отмечают, процедура предоставления сербского гражданства упрощена для тех, кто оказался от прежнего паспорта, но законодательство Сербии не запрещает иметь два паспорта. Украина на пороге столкновения с дефицитом дизеля. Запасов в стране до конца марта, но что будет в апреле, пока не ясно. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные консалтинговой компании Encore. Импорт немного вырос, а сейчас составляет около 17 тысяч тонн в сутки. Этого хватает для текущих нужд. Однако страна после российских ударов и разрушения собственных перерабатывающих мощностей почти полностью зависит от поставок из Европы. Поставщики не спешат заключать контракты на апрель и не дают четких гарантий по объемам. Это связано уже с войной США и Израиля против Ирана. Рейтер пишет, цены на дизель резко выросли почти на 50% за месяц из-за ситуации на Ближнем Востоке. И если война затянется, то топливо может подорожать еще сильнее. На этом фоне Украина рассматривает варианты того, как бороться с проблемой. Существует опасение дальнейшего роста, если война затянется. Заместитель министра экономики Украины сообщил Рейтер на прошлой неделе, что страна может увеличить посевы рапса на треть, до 1,5 миллиона гектаров, если конфликт в Иране затянется, поскольку взлетевшие мировые цены на топливо повышают спрос на сырье для производства биодизеля. В то же время эксперты топливного рынка, в частности директор консалтинговой группы А95, заявил, что дефицита дизельного топлива в Украине нет и не ожидается, назвав сообщение об этом ошибочной интерпретацией аналитики. По его словам, поставки в марте идут на уровне прошлого года, а около 40% объемов на апрель уже законтрактованы. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если вы оставите лайк, комментарий и сделаете репост. До встречи, как всегда, уже завтра.